Ласкаво просимо на Мегакорм – найсучасніший завод з виробництва преміксів та комбікормів на території України. На сьогоднішній день за рівнем технологічності, екологічності та різноманітності асортименту аналогів нашому заводу в Україні немає. На відміну від інших підприємств, які закуповують премікси інших виробників, наш завод виготовляє комбікорми із власних преміксів. Виробництво поєднує дві лінії, які одночасно можуть виробляти і комбікорми, і премікси, і БМВД. Познайомитись з підприємством ближче допоможе відеотор, який проведуть наші співробітники. Добрый день, меня зовут Роман Дмитренко, я являюсь начальником смены и хотел бы вам провести небольшую экскурсию по нашему заводу «Мегакорм». Возле проходной у нас есть весовая, на которой мы взвешиваем автомобили. Здесь мы видим котельную, а также административный корпус. Мы направляемся с вами в сам завод. В административном корпусе у нас находится, помимо офисных помещений, еще помещение лаборатории, о которой я вам расскажу немного позже. Здесь у нас находится зона отгрузки на автомобильный транспорт. Тоже присутствуют весы и бункера под готовую продукцию. Сейчас мы находимся с вами на первом этаже нашего цеха по производству комбикормов. Сейчас я вам расскажу подробнее. За моей спиной вы можете наблюдать весы основного дозирования. Точность обеспечивается тензометрическими датчиками, а также питателями, которые подают сырье в весы. Дальше мы посмотрим линию фасовки комбикормов. Здесь находятся две независимые друг от друга линии фасовки, которые могут фасовать разные корма одновременно. Зафасованный комбикорм попадает на склад готовой продукции. Хранение кормов происходит с указаниями номеров партии, стеллажными картами, а также упакованными и упорядоченными рядами. Со склада готовой продукции давайте переместимся на склад сырья. Он тоже находится на этом этаже. Сырье на складе хранится в соответствии всех норм, с наличием стеллажных карт, партий поставок, со сроками годности. На каждом мешке с сырьем мы можем увидеть штрих-код. Мы используем систему штрих-кодирования для того, чтобы исключить человеческий фактор. Тем самым защищается производство. Пройдемте дальше. Мы можем с вами наблюдать охладительную колонну для охлаждения комбикорма после грануляции. Также здесь у нас есть комбикормовый смеситель. Используется для смешивания измельченных, очищенных компонентов. Все это происходит по технологической карте. Пройдемте дальше. Дальше нас ждет третий этаж. Сейчас мы увидим сердце завода. Это пресс-гранулятор. С этой стороны, противоположной, находится молотковая дробилка. Молотковая дробилка используется для измельчения сырья в соответствии с технологической картой. Наш завод сконструирован таким образом, что в одной части завода находится линия комбикормов, а по другой части завода находится линия премиксов. Линия комбикормов и премиксов могут работать независимо друг от друга. Сейчас мы можем наблюдать пресс-гранулятор в работе, в действии, а также рядом с ним находится уже линия премиксов. Здесь мы увидим немного, но тем не менее. Здесь находится сепаратор для отделения фракций на премиксной линии.
Также на этом этаже находится пульт управления, скажем так, мозг завода. Пройдемте. В пультовой мы можем наблюдать два отдельных компьютера, которые управляют один премиксной линией, второй комбикормовой линией. Ими управляют два мастера-оператора. Этажом выше находится премиксный смеситель. Давайте посмотрим на него. Премиксный смеситель объемом 500 литров, в котором происходит смешивание продуктов на премиксной линии. Да, пройдемте дальше, на этаж выше. На этом этаже я бы хотел сказать несколько слов об оборудовании. На комбикормовой линии у нас всего есть 4 весов. Одни макродозирования и 3 микродозирования. Также осуществляются ручные добавки, витамины с очень точной наборкой. Также несколько слов о нашей премиксной линии. Здесь находится 12 боксов закрытого типа со своими штрих-кодами, в которых находятся отдельно продукты. Их невозможно перепутать друг с другом, так как они все запираются, и бокс открывается только в нужный момент для набора очередной порции. На этом этаже вам может показаться скучным. Опять очередные шнеки и непонятные трубы. Но это не так. Здесь мы можем наблюдать весы. Отличие их в том, что идет другой шаг дозировки. Если присмотреться, мы увидим, диаметр шнека будет разный. Тем самым дозировка будет идти по-другому. Еще одно слово о том, чего нет на других заводах. На нашем заводе есть редкая технология по финишному напылению масла на готовую продукцию, то есть гранулу. Здесь бы я хотел еще один раз сказать об защищенности дополнительной нашей продукции. Здесь мы видим бункера. Каждый бункер у нас защищен электронным замком. Люк я не смогу открыть. Чтобы засыпать туда сырье, нужно считать сканером штрих-код на бункере и на мешке с сырьем. Если будет несоответствие штрих-кодов, соответственно, и продукт будет не подходить, бункер не откроется. При производстве комбикормов используется очищенное сырье. Для очистки сырья мы используем зерновой сепаратор. На этом разрешите закончить нашу маленькую экскурсию по заводу, а про лабораторию вам лучше расскажет зав. Лаборатории. Здравствуйте, я заведующая лабораторией, зовут меня Калинина Ирина Григорьевна. Это мое маленькое подразделение. Я хочу вам его показать. Прошу проходить. І перша комната – это комната дослідження зразків. В этой комнате мы проводим исследования всего входящего сырья и готовой продукции. Сырье, которое приходит к нам от поставщиков, мы проверяем на зараженность, сорную примесь, смотрим протеин, жир, золу, кальций, фосфор с помощью прибора ФОС. Вот у нас Славик ставит на исследование готовую продукцию и снимает с него спектры. Это инфракрасный анализатор, который ежеминутно выдает нам результаты по 7 показателям сырья или готовой продукции. Вот снимаются спектры, которые выводятся сразу же на экран, и мы их переносим в свой электронный журнал, который доступен всем
сотрудникам нашего предприятия ТОВ «Мегакорм». То есть их видят и технологи, видят и начальник производства, и склад, кладовщики. То есть все то, что нам нужно для работы, мы можем получать с помощью этого прибора. Все образцы, те, которые к нам заходят, и готовая продукция, мы размещаем в комнате для збережения зразків, которые хранятся в течение полугода при определенном условии, то есть влага и температурный режим здесь выдерживается. В случае разных нареканий мы поднимаем архивный образец и удостоверяемся в его качестве повторно в независимой лаборатории. Наша лаборатория аккредитована по системе качества ISO 10012. У нас есть сфера, в которой мы прописали все виды деятельности, те, которые можем проводить. То есть мы можем проводить исследования по зерновым, по готовой продукции. Все то, что нужно на производстве нам для контроля системы качества, мы проводим в своей производственной лаборатории. Именно вот здесь. А теперь пройдемте в химическую лабораторию, в эту комнату. Это маленькая комната, в которой мы проводим исследования по мокрохимии. Что мы здесь определяем? Мы определяем кислотно-перекисное число, которое характеризует степень прогорклости жира, а также входящее сырье, свежее оно к нам приходит или не свежее. Определяем соль, определяем карбамиды, определяем общую токсичность. И в планах есть еще поставить многие методики, связанные с контролем качества. Вся продукция нашего производства находится под особым контролем. Мы контролируем показатели по качеству, а также показатели безопасности. Ми йдемо в ногу з часом, розвиваємося відповідно світових тенденцій галузі та впроваджуємо інновації. Напевно, вже завтра завод зміниться, але ми будемо раді побачити вас знову, щоб розповісти про новинки і разом робити наш світ кращим.